ВСУ могут взять Белгород в полуокружение, в Москве угрожают Зеленскому, а у Лукашенко предлагают сесть за стол переговоров в Минске. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Российские войска могут оказаться в безвыходном положении не только в Курской, но и Белгородской области. Что известно о боях на территории РФ? Фактически российские войска могут оказаться в полуокружении, и Белгород может оказаться. Лукашенко предлагает новые Минские соглашения. Почему в Беларуси вновь заговорили о переговорах между РФ и Украиной, особенно на фоне наступательной операции ВСУ под Курском? Украина создает буферную зону. В МИД Украины дали понять, какие цели ставит военное командование страны. А поки Путін цю війну продовжує, він буде отримувати від України такі відповіді. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Вооруженные силы Украины могут взять в полуокружение Белгород и, возможно, имеют план развития фланговой операции. Если это произойдет, то армия РФ столкнется с угрозой оперативно-тактического уровня и блокировкой путей сообщения. Такая вероятность уже существует, говорит руководитель Центра военно-правовых исследований. Глобально мы можем говорить о том, что украинские войска могут иметь план развития фланговой операции, которая будет предусматривать то, что можно назвать нависание флангом над Белгородом. Но смотрите, с точки зрения военной стратегии всегда опасны именно фланговые операции. Фланговая операция – это когда ты, в принципе, должен фактически продвигаться вглубь, а над тобой где-то с фланга находится противник. И противник фактически имеет возможность либо тебя атаковать с фланга, либо, скажем так, навредить твоим планам, либо остановить, либо взять тебя в полуокружение и так далее. То есть, что это означает? Это означает, что имея возможности и перспективы определенного огневого контроля над трассами, над маршрутами, фактически российские войска могут оказаться в полуокружении, и Белгород может оказаться, потому что будет отсутствовать логистика по ключевым маршрутам. Соответственно, для того, чтобы выдвинуться куда-то, необходимо будет российским войскам решить вопрос вот этого фланга. А что делать с этим флангом, когда он фактически нависает, когда он есть и представляет угрозу? Вот это достаточно серьезная дилемма. В каком плане дилемма? Что делать дальше? А дальше нужно только перебрасывать войска с Донбасса, только перебрасывать войска с Донецкой области, чего Путин не хочет делать. Почему? Потому что тогда это ставит крест на его наступательных амбициях. Кроме того, новая мобилизация может быть объявлена Кремлем из-за нехватки сил под Курском. Об этом пишет Bloomberg. Источники издания, приближенные к Кремлю и Минобороны РФ, говорят, что армия сейчас не получает достаточного количества новых солдат, чтобы справиться с потерями на передовой, которые достигли максимума с начала вторжения в феврале 2022 года. По словам двух анонимных источников, ситуация может заставить Россию рассмотреть новую мобилизацию, а внезапно вторжение ВСУ в Курскую область подчеркнуло проблемы, с которыми сталкивается Кремль. Тем временем накануне украинские военные продолжили выкладывать в сеть видео из разных российских населенных пунктов. Это явно злит Кремль. К микрофону накануне поставили Медведева, который стал угрожать Киеву. Они понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание. Значит, такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского националистического режима. Операция ВСУ в Курской области нужна Украине для того, чтобы защитить украинских граждан от постоянных обстрелов. Ведь именно из Курской области российские оккупанты и осуществляли большую часть своих атак по украинскому приграничью. Об этом говорят в Украинском министерстве иностранных дел. Там также сказали, что Украина не стремится захватывать чужие территории. Кроме того, события в Курской области помогают фронту и усложняют военную логистику России.
Україна не зацікавлена в тому, щоб там забирати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. А поки Путін цю війну продовжує, він буде отримувати від України такі відповіді, яких Україна потребує. І це абсолютно легітимні дії України, зокрема в рамках реалізації права на самозахист згідно з статутом ООН. У Лукашенко заявили, что Минск остается безопасной площадкой для переговоров между РФ и Украиной. А вообще Беларусь якобы собирается приложить все усилия для восстановления нормального диалога. Далее цитата. «По урегулированию украинского конфликта». В этом убеждает так называемый госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович. Что именно для этого будет делать администрация Лукашенко, Вольфович не уточняет. Но говорит, что вызовы, которые сейчас существуют, укрепляют союз Беларуси и России, а поэтому необходимо формировать новую архитектуру международной и региональной безопасности уже в рамках постконфликтного мироустройства. Отмечу, что эти заявления звучат на фоне успешной операции ВСУ в Курской области. Лукашенко признавал, что украинским военным удалось зайти вглубь РФ на 30-35 километров. Как вы считаете, что означают эти заявления представителей Лукашенко, в том числе о Минске, как о площадке для переговоров? Это некий намек на новую версию Минских соглашений? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Польские истребители F-16 перехватили российский самолет-разведчик в небе над Балтийским морем. Ил-20 находился в международном пространстве с целью разведки. Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил Польши. Там также уточняют, что произошел перехват этого самолета и визуальная идентификация. Защита польского воздушного пространства – это основа безопасности нашей страны. Благодаря эффективному функционированию всей системы ПВО мы можем быть уверены, что защищены от угроз с воздуха. Отмечу, что Ил-20 над Балтийским морем в августе уже перехватывали военно-воздушные силы Германии и Швеции. Происходило это у границ с Латвией. Тогда отмечалось, что самолет-разведчик не выходил на связь. Кроме того, самолет не имел плана полета. ВВС Германии отмечали, что агрессивных действий со стороны этих самолетов замечено не было. А разведывательная миссия РФ прекратилась, как только силы западной авиации оказались рядом. Это следует воспринимать как, с одной стороны, то, что Россия пытается проверить реакцию НАТО, реакцию Восточного блока. НАТО, в частности, они проверяют работу авиации, насколько усилен авиационный компонент, насколько он реагирует, как далеко им можно зайти или нельзя. Следующий момент – это попытка оказывать давление. То есть это попытка оказывать давление, когда случаи учащаются. Это тоже стоит воспринимать. И это просто, знаете, способ просто, как-то напакостить. Просто Кремль, Путин, он любит вот так вот поддергивать, любит пакостить, так провоцировать и так далее. Каких-то непосредственных угроз с точки зрения применения оружия именно эти самолеты в данный момент они несут, потому что они не в том количестве, когда могут противостоять авиации НАТО, которая присутствует на этом фланге. БелАЗ, который является белорусским промышленным гигантом и находится под международными санкциями, пытается обходить ограничительные меры. О новой схеме работы и о том, как БелАЗ пытается не потерять свою прибыль, рассказали бывшие силовики Беларуси. Белпол уточняет, что в отношении БелАЗа были введены санкции странами Европейского Союза, США, Канадой, Украиной, Швейцарией, Норвегией, Албанией, Исландией, Черногорией, Северной Македонией и Лихтенштейном. И сейчас одной из наиболее актуальных проблем для завода являются серьезные трудности с проведением платежей за поставленную продукцию со стороны индийских потребителей. Поэтому, как утверждает Белпол, администрацией предприятия и представителями режима с 2022 года проводятся многочисленные встречи и переговоры с партнерами. Санкции работают, и они действительно создают проблемы режиму. И отказ от этих санкций – это поддержка не только неконституционного удержания власти в Беларуси, но и помощь России в войне с Украиной. В то же время глава Народного антикризисного управления Беларуси отреагировал на желание Лукашенко искать пути для экономического сотрудничества с Европейским Союзом.
Вот тена. Видно, сильно прижали его новые экономические меры ЕС, что Лукашенко во что бы то ни стало хочет снова дружить и торговать с враждебным ему Западом, при этом продолжая совершать многочисленные и разноплановые преступления. Он же не останавливается ни на один день. Уже такая примирительная риторика, а ведь эти санкции только объявлены и фактически еще не начали работать. Эффект от них еще не наступил, но риторика уже наступила. После введения новых европейских санкций вслед за хозяином паниковать начали его назначенцы. Так, вице-премьер Петр Пархомчик заявил, что текущий этап очень сложный. Много вопросов возникло с многоразовым объявлением санкций в наш адрес. Особенно больно Пархомчику стало от того, что в новый санкционный список ЕС попали мебель и кабельная продукция, которую, по словам вице-премьера Лукашенко, Беларусь успешно экспортировала в Европу. Только на торговле по этим двум товарным группам режим зарабатывал сотни миллионов евро. А ведь есть еще сотни других товарных позиций. Иран уже 2 недели анонсирует удар возмездия по Израилю. Практически каждый день из Тегерана поступают сообщения о том, что Израилю придется ответить за убийство лидера Хамас Исмаила Хании. В МИД Ирана сообщают, что Иран ни у кого не будет просить разрешения использовать свое право защищать суверенитет. Тем временем в Белом доме предупреждают, что в Иране действительно готовятся к новой атаке, и она может произойти уже на этой неделе. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, далее цитата, «Это может быть значительная серия атак». Напомню, что накануне в Британии, Франции и Германии предупредили Иран, что ему придется отвечать за любую возможную атаку на Израиль. А это, в свою очередь, приведет к дальнейшей эскалации региональной напряженности и поставит под угрозу возможность заключения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.